Друзья, скоро Новый год и сезон подарков. Я решил, почему бы не вспомнить, какие подарки были наиболее популярны и продаваемые за последние несколько десятков лет. Наши ламповые часы приобретают в основном как подарок, и поэтому я довольно много интересуюсь темой подарков. И изучая подборки топ-подарков, я выбрал для вас наиболее интересные. И я был удивлен, что многие предметы, которые были популярны в моем детстве, появились 50 лет назад. Например, йо-йо. Эта игрушка появилась в 1929 году. Или Монополия, настольная игра моего детства, мы очень много играли в нее на даче. Она появилась в 1936 году, и на данный момент продано более 750 миллионов экземпляров этой игры. Еще довольно интересной игрушкой является слинки, или еще она называется у нас радугой, или шагающей пружинкой. Я думаю, что у любого из вас в детстве такая была. Она появилась в 1943 году. Ну и, конечно, легенда кубик Рубика. Он появился в 80-х годах. Хотя, наверное, он был популярен и в СССР. Я впервые встретил кубик Рубика у своего дедушки. Еще один предмет, который был мне удивителен, в смысле год, когда он стал популярен, это велосипед BMX. Как думаете, когда он появился? Это был 1982 год. А в Россию, по моим ощущениям, я так думаю, если что, поправьте меня, он пришел только в начале 2000-х. Еще один самый популярный подарок, который появился в 1989 году, это Game Boy. Я думаю, у многих из вас он был, хотя, правда, мне он не достался, но иногда мне давали поиграть товарищи в школе. Но зато у меня была приставка Dendy. А в 1991 году самым популярным товаром, самым популярным подарком стали, вы не поверите, сотки. К нам они пришли, насколько я помню, в конце 90-х, может быть, в середине. И в школе это была супер популярная тема. Кстати, кто помнит правила, напишите, я совершенно не помню. Хит 97-го года – это тамагочи. Скажите, кто кормил своего электронного питомца? А у кого он умер? Кстати, в 2005 году вышла обновленная версия тамагочи, и они довольно сильно выстрелили снова в продажах. А в 1999 году вышли карты с покемонами, как продолжение серии мультфильмов про покемонов. И эти карты стали самым популярным подарком в том году. И я вспоминаю в школе, как ребята реально играли в эти карты. Правда, я сам не участвовал, ничего не знаю, не могу рассказать, но вы напишите, если что-то помните про эти карты. Интересно будет. А в 2000 году самым продаваемым товаром и подарком на Новый год стал самокат Razer. И дальше его стали копировать, развивать. Много брендов появилось, которые делали подобные самокаты. И по моей памяти подобные самокаты появились в России, стали популярны и появились у многих детей где-то с 2003-2004. А постепенно они захватывали и взрослых. Многие в итоге стали ездить на подобных самокатах по городу. У меня, кстати, у самого был самокат в 2011 году. Я ездил на нем на работу. Тоже, кстати, американского бренда Razer. А сейчас все эти самокаты получили развитие, они стали электронными, электрическими. И появились еще серия электрических видов транспорта типа гироскутеров, моноциклов и так далее. Как вы думаете, попадут ли наши ламповые часы в топ подарков? А в следующем выпуске мы расскажем про топовые подарки, начиная с 2000 года и заканчивая 2018 годом.
Подписывайтесь на нас, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. До встречи на следующей неделе.